Три примера древних людей, которые выглядели как современные. На фотографии девушка и конструктор, которая полностью воспроизвела внешность и одежду так называемой девушки из Эктведа, Дания. Именно так выглядели девушки в бронзовом веке, почти не отличишь от современных. В этой подборке собраны археологические открытия бронзового и каменного веков, которые вас сильно удивят. Они лишний раз демонстрируют, как мало мы изменились за эти тысячелетия, невзирая на смартфоны, интернет и полеты в космос. Девушка из Эктведа. Останки хорошо сохранились, поэтому ученым было легко воспроизвести внешний вид. Останкам уже свыше 3300 лет. Девушке было 18 лет. Она была стройной, ростом 160 сантиметров. У нее были короткие светлые волосы и хорошо подстриженные ногти. Из одежды корсаж с рукавами до локтя. У нее была голая талия и короткая юбка на завязках, а также бронзовые браслеты и шерстяной пояс с большим диском, украшенным спиралями и шипом. Девушка оказалась не датчанкой, а немкой. Ученые полагают, что она вышла замуж за датчанина. Обычная практика того времени. Тогда торговые отношения между странами часто укреплялись браком. Вместе с ней в кургане нашли ведро пшеничного пива. В нем также были мед, брусника и хамедафне, болотный мирт. Европейцы пили крафтовое пиво еще 3300 лет назад. Хипстер бронзового века. Еще один молодой человек из прошлого, которого легко спутать с современным модником. Посмотрите на его вычурную прическу. Это так называемый колоникованский человек. Найден в Ирландии, его останки хорошо сохранились. Жил он уже в самом конце бронзового века, на смену которому шел век железный. Ему более 2300 лет. В Ирландии и Англии бронзовый век продлился дольше, чем в материковой Европе. Молодой человек принадлежал к знати и, видимо, занимался торговлей. Его рост 157 сантиметров. Главная особенность – вычурная прическа. Молодой человек использовал своеобразный гель для волос, который был доставлен из Южной Европы. Такая прическа была нужна, чтобы казаться выше. Модная туфелька скифской девушки. Скифские девушки были весьма воинственными и умели ловко пользоваться луком. Но не чурались и красивых вещей. Это очень дорогая вещь для своего времени. Обувь сделана из кожи, ткани, олова и золота. Эта туфелька сохранила свой цвет и форму спустя 2300 лет. Найдена на Алтае. Причем не в единственном экземпляре. К великой радости археологов им удалось обнаружить целую коллекцию древней обуви в прекрасном состоянии. Женщины-собиратели? Вот уж нет. Охотницы. Эта молодая женщина из каменного века найдена в Швеции. Ее возраст 7700 лет. Находка изменила представление о женщинах как о простых собирателях и домохозяйках. В каменном веке было много охотниц, которые добывали пищу наравне с мужчинами. У женщины из Муталы даже черты лица более характерные для мужчин. Хорошо развитая гладель, область над верхушкой носа и отчетливые крепления мускулов. На голове шкура барсука. Охотники использовали это животное как тотемное. Анализ генома показал, что у девушки были голубые глаза, светлые волосы. Кожа белая, однако чуть темнее, чем у современных шведов. Получается, не так уж и далеки мы оказались от наших предков. Те же вкусы, те же отношения и такая же тяга к прекрасному.